хочется побольше тоже поездить. Мы люди не экономные, вы знаете. Если мы заказываем, то мы заказываем большими упаковками. А если мы едем на машине, то мы берем тоже много вещей. Ребят, мы дошли до замка Ксёнш. Территория вообще отпад. Мы еще на горе находимся. Это так красиво. Пришли конюшню посмотреть. Тут так пахнет, ребята. А это вообще чемпион, это не просто конь. Ну что вам скажем, Саша? Лохмато жили. Прекрасный дом, прекрасные хозяева. Вообще, знаете, как у бабушки и дедушки в деревню приехали. Очень красиво вообще. Дорога 100 поворотов. Чтобы вы понимали, тут действительно миллионы поворотов. Вот даже по карте видно, насколько мы высоко и какая красота. Как будем спускаться в такую щелину. Вообще балдеж. Трехместное жилье. Делитесь. Трехместное жилье. Но вообще советуем повторять наш маршрут. Вообще так кайфово. Ребята, всем путешествующим привет! Начинаем это видео с нашего первого большого путешествия, во-первых, на машине, а во-вторых, по Польше. Мы по Польше уже, конечно, ездили, стараемся тоже и по Польше ездить, но обычно у нас просто сейчас отпуск, и когда у нас начинается отпуск, мы уже куда-нибудь линяем на самолете и куда-нибудь улетаем. А тут мы решили, раз есть машина, и хочется побольше тоже поездить. Вот как раз шанс. И погода, знаете, не очень жаркая. И мы едем в ту сторону, где Чехия. Там и горы столовые. Мы туда походим, хотим походить. И там замки есть классные такие, красивые. Мы уже купили билеты, чтобы погулять по замку. У нас будет 2 замка запланировано, несколько столовых гор. Ну, там такие долины, знаете, что ты по горам лазишь. Более организованные дорожки, такие асфальтированные. Поэтому это даже больше просто долина такая. Ходишь, спацируешь, смотришь вдаль на красивые виды, какие-то горы столовые. Они такие плоские, по картинке видели. Вот, пока так. Едем уже 1:20 где-то. Отдали Чупсика новому подситеру, потому что старый наш подситер, она уехала тоже в отпуск. Вот это вообще я, конечно, не поняла. Что это за отпуска от собак? Тем более от нашей. От нашей собаки надо с нашей собакой отдыхать. Только не нам, да? В общем, но сначала мы хотели поехать с Чупсиком, но потом увидели, что в замке нельзя, и в горы тоже нельзя с собакой. Поэтому мы отменили эту идею и отдали подситеру. Ну, тоже такая приятная вроде девушка. У него, кстати, есть своя собака тоже, поэтому ему будет не скучно. И, в общем-то, сегодня воскресенье, и только в четверг мы вернемся. Точнее, мы будем долго путешествовать, а потом, ребята, когда мы приедем, в субботу мы уезжаем в новое путешествие. Такое ненадолгое, на уикенд, можно сказать. С субботы на воскресенье мы уезжаем в Познань. Мы давно хотели там погулять, а как раз старый город сделали, ремонт сделали. Вот, как раз можно будет поехать, там посмотреть. В общем-то, неделя... в Познань мы поедем не на машине, а поедем уже на автобусе. И не сами, а с другом. В общем-то, вот такие у нас будут планы. Сейчас у нас будет первая остановка, немножко отдохнуть. И, кстати, наверное, расскажу про машину немножко. Сейчас едем на круиз-контроле. Ну, это вообще кайфы! Получается, Саша установил дистанцию на круиз-контроле, установил скорость и установил... Активный, то есть можно и скорость, и дистанцию. Вот. Мне вообще понравилась эта функция. Сашка еще установил, чтобы держала полосу. Тоже супер. Мы решили проверить, работает это или нет. Наехали так на полосу вправо, и руль начинает вибрировать. То есть показывает, что ты типа потерял полосу. Ну, в общем-то, вот такие новости. Машина классная. Мы ее перед этим, вы сами видели, мы снимали, мы ее перед этим перепроверили, плюс мы поменяли колеса. Ну, в общем-то, мы с нашей стороны все, что возможно было, мы сделали. Помыли ее, понятное дело, подготовили ее для езды. Ну, в общем-то, едем. Вот.
Вот. Так что пожелайте нам удачи. Путешествие, как говорится, начинается. Наша первая остановка. Я залезла в багажник, у нас тут столько всего, я вам сейчас покажу. Брала гаспачо, мой любимый напиток. Много лет я его пью. Сколько я тут живу? И если в Лидле есть испанская неделя, сразу покупаю. Сашка, ну расскажи свои ощущения, потому что это же первая наша остановка. Но по Я трассе рассказывала лучше, про чем круиз. по городу ездить, конечно. Я рассказывала про круиз-контроль, но вы слышали, Сашка тоже? Покажу вам, сколько мы все набрали. Раз мы на машине, мы люди не экономные, вы знаете. Если мы заказываем, то мы заказываем большими упаковками. А если мы едем на машине, то мы берем тоже много вещей. Мы набрали не только много вещей, наши рюкзаки, тапки даже взяли, но в это же время мы решили взять много еды. Такой ящичек поставили. Ну и влажные салфетки, и остановились на туалете. Ура! Мы доехали! Вообще так классно, 12 часов дня, а мы уже на месте. 3 часа мы ехали, ну, одна остановка у нас была, ну, там, честно, быстро. Не знаю, 10 минут мы постояли, то, может, меньше. И вот мы приехали, ребят, и тут, сегодня воскресенье, по выходным Сашка узнал, что паркинг бесплатно возле пальмярни. Вот мы, короче, остановились. Вот пальмярня сразу. И написано, что паркинг бесплатно, но там вон есть паркомат. Ну, не, он платный. И там почему-то все платят. До там 8 до 5 вечера. Там маленьким шрифтом написано. Можем. Сейчас покажем, в общем. Вот смотрите, написано в субботу и в неделю и в свято, и свента постой бесплатно. То есть паркинг в выходные дни и в эти праздничные дни он бесплатный. Плюс еще, если хотите в туалет, пальмярни есть бесплатный, то есть есть внутри пальмярни платный, и там за пальмярней вы увидите. Ну, то есть, если идти со входа, дойти до самих этих, ну, теплицы, да. то налево и почти сразу потом направо дверь в туалет. Там несколько. Ну, Да. мужской, женский. Ну, в общем-то, вот, знаете, как всегда, не благодарите. Пожалуйста, спасибо. Пошли. Ребят, мы дошли до замка Ксёнж. Князь, наверное, в переводе. Смотрим со стороны, Со сейчас стороны, пойдем да. внутрь. Блин, тут смотровая площадка, и я слышу какой-то ручеек. Как будто даже водопад, что ли. Блин, так красиво. Мы купили билеты и будем сейчас внутри гулять. Я так хочу уже. Единственное, что не работает из-за потопа, мы не сможем подземелье пройти. Ну, не стеты. Дошли уже поближе. Территория вообще отпад. Мы еще на горе находимся. То есть так выглядит ухоженная, такая красивая. Не, ребят, ну это вообще балдеж, конечно. Это так красиво.
красиво. Мы сейчас еще на террасах. Мы такие замки не видели, наверное. Не то, что не посещали. Но внутри прям мы вот так вот не ходили. Очень красиво, ребят, очень. 1,5 часа мы быстро все слушать. Всего аудиогида. Вообще очень интересно с аудиогидом, он так историю рассказал. Только знаете, что нам хотелось больше типа спален увидеть. Быт какой-то. Ой, так интересно, он так интересно рассказывал. Я понимаю, тут отель, и, наверное, часть вот этих всех залов спален используется. Наверное. Тоже нам не показали ни кухню, ни кучу всего. А так интересно было посмотреть, да. Ну, хотя бы за это спасибо. С горы денькуя. Ну это вообще, я в шоке просто, что мы это видим. Это так красиво, вот эти террасы, они вообще балдежные. Еще эти цветочки. И на секундочку сентябрь, а погода отличная. Мы сейчас пришли конюшню посмотреть. Тут так пахнет, ребята. Пошлите глянем на коней. Пахнет тут просто кошмар. У меня у бабушки в хлеве, когда раньше был конь, точно так же пахло. Все на мушке в желтом. Ой, смотрите, конь. Привет. Ты знаешь, какие они умные? А это вообще чемпион, это не просто конь. 2008 года рождения. Чемпион мира. А он чемпион мира. Поэтому он на самом входе. Он и чемпион мира, и чемпион Польши. Кушай, силы нужнее. Капец. Да. Смотри, какой он здоровый. Это что за конь, Саша? Сколько он тонн? Он здоровый. Какой. Ну что мы вам скажем, Саша? Лохмато жили? Да, Сашка? Очень лохмато. Посмотрите, это все их транспорт. Когда-то. Ну, Ксенжа это. Он всего лишь Ксенжа, он не король. Очень. Красота, особенно вот это. Вообще такая красивая территория. Вот эта вот огромная территория. Это вот все считается конюшней. Но вот это вот, конечно, как они на этих маленьких деревянных колесиках передвигались. Фиг знаю. Пойдем кочкам. Вообще, мы ни капельки не жалеем, что приехали сюда посмотреть. Конечно, очень интересно. Очень. В наш билет еще входит посещение пальмярни. Вот мы сюда пришли. У нас как раз тут и машина недалеко стоит. Красиво очень. Сейчас покажем билет и внутрь. Заходим. Ой, красота, ребята. Ой, как мне нравятся эти растения. Соль. Вот это лист. Это самый рост лист. О, вот это дамское счастье, или как это? Не дамское, а женское счастье. Я слышала, так называется. Такая пальма. Ну это балдеж. Смотрите, а тут вот выращивают. Стрефа файна здесь. Ну это вообще балдеж. Сашка, садись. Извините, ты зробишь. Мой цветочек. Как лев. Давай, как лев. А. Ты львенок. Все. Как тебе? Слушайте, так красиво. Вообще, какой-то вот как в джунглях каких-то. Так все срослось. Растение к растению. Ой, это вход и выход куда-то. Ой, как классно. Там какие-то коты. Ты тусь. Не коты. Кто же? Лемуры. Прикольно. А это что за кукурузина джунглевская? Это вообще красота. Слушайте, это может оторвать и как кружку использовать. Или миска для супа. Как будто она такая плотная, да? Да. Как из керамики. А вот следующие плоды. Вообще балдеж. Как это вообще? Это же есть тут какой-то технолог, который это выращивает, следит за этим. Вообще. Мое почтение. Красота.
О, смотрите, вон, что-то выращиваем. Тут заказ, нельзя входить. Какое дерево? Мини-дерево. Мы с Сашкой побыли в пальмярне, побыли везде, где можно было побыть. Теперь едем уже заселяться. Едем по такой дороге, тут горы. Мы то в гору, то с горы, то в гору, то с горы. И, знаете, очень красиво. Сейчас покажу. То есть выглядит наша дорога вот так. Сами видите, вокруг горы. Тут мы, помимо того, что мы то с горы, то в гору едем, тут еще вот постоянные вот такие повороты. Встречка близко. Но все нормально, едем. Сейчас заселимся и будем отдыхать. Одни сплошные горы. Одни сплошные горы. Красота вообще неописуемая, ребят. Еду и балдею. А Сашка, наверное, не балдеет. Сашке не до балдежа, конечно. Но мне нравится. И дома такие красивые. Мы, кстати, ближе к Чехии находимся. А сейчас вообще, наверное, едем в такой малоизвестный город. Там у нас ночевка. Это даже, Сашка говорит, это даже деревня. Вообще, благодаря машине ты можешь жить где угодно. В плане тебе не... Я сейчас такая заторможена, потому что я уже устала. Ты можешь жить где угодно. В плане ты абсолютно не... Ну, знаете, вот без машины ты очень, конечно, привязан к месту. Там может быть дороже. А с машиной ты можешь выбрать место и подешевле. И доехать до него, не думая о том, где тебе найти там автобус. Ну, какой-то доезд. Вот, поэтому мы этим воспользуемся. Нет, мы этим пользуемся. Я в шоке, мы все выше и выше, ребят. Идите в горку. У нас уже... Ну, уж уже не заклад, а может они уже заложены. И мы привыкли. Направо. Затем поверните направо. Поверните направо. Класс. Направо. О, матка. Я уже думала, нам вниз резко. Ехать нам осталось минутка. А, блин, точно, музыка играла. Хоть бы меня авторских прав нас не лишили. Поверните направо. Мы доехали. Ребят, вот наш дом. Это типа отель. Ну да, ну там может только одна сдается. А, комната. Ладно, пойдем посмотрим. Заселимся и проверим. Мы заселились. Ура! Вообще такой классный дом, такой красивый. Я уже, наверное, показывала, да? И такие хозяева, и так все аккуратно, и в доме аккуратно сделано. Видно, что очень хорошие хозяева. И снаружи так все аккуратно сделано. И смотрите, нам дали на выбор комнаты. И первую комнату нас заселили, там была кровать поменьше. А тут потом сказали, не хотите ли сюда? Раскладной. Да, там диван раскладной. А не хотите ли сюда? Типа кровать большая. Мы такие, хотим. 300 километров сегодня Сашка проехал. Или сколько? Я вот не помню, сколько было до первого. Сюда где-то 50 с чем-то от Пальмяры. Это примерно, наверное, 300. Так, мы сейчас переоденемся, умоемся, покушаем и спать будем. Я уже очень хочу, засыпаю. Последнее включение на сегодня. Это супер важная информация. Мы тут обнаружили, что у нас чай с 7 утра. Бренд. С 7 утра, и вот это Тёплый. До сих пор теплый чай, представляете? Я в шоке. Вот эти вот кубочки мы замовили на Алиэкспрессе. А есть фирма? Тайсот какой-то. Тайсот. Вот эта фирма. Мы рекомендуем, кому нужны И холод кружки. также держит. И холод также держит. Хотя мы их купили вот просто, можно сказать, от балды. Долго не выбирали. Ну и все, теперь мы будем... Я так, знаете, за хвост заплела. Теперь мы будем кушать, мыться и спать. И до завтра. Ну все, мы выселились с первого нашего жилья. У нас впереди еще много жильев. Сашка, жильев? Ну ладно, вы поняли. Получается, нельзя сказать много. Жилья. Жилья. Много жилья. Жильев. Вот, прекрасный дом, прекрасный
Хозяева вообще, знаете, как в бабушки и дедушка в деревню приехали, они такие добрячки. Вот, вообще классно было. Мы поспали, мы вчера уснули в 8 вечера, и сегодня в 8, наверное, нет, в 7 с чем-то проснулись. 7:30 проснулись. Все, отправляемся дальше. Дальше от этого города. Только мы сейчас, наверное, заедем в Бедронку. О, слушайте, костюм. Заедем в Бедронку и купим какой-нибудь йогурт покушать. Еще раз покажу этот дом. Он прекрасен. Вообще, мне так там понравился. Все, сажусь. Ребят, вот мы выехали. Посмотрите, в каком мы городе красивом жили. Я ж снимаю. Очень красиво вообще. Балдеж, просто балдеж. Поверните налево, пожалуйста. А я даже как-то и не думала, что тут такой красивый город. Ой, супер вообще. Как круто путешествовать. О, матка, ребята, вот так вот мы едем. Все это время вот так все это выглядит. Мы спускаемся с горки, потом поднимаемся. Тут мы сейчас поднимались на горку, которая 18% вот так вот подъема. Вот эти вот повороты постоянные, капец. Ну, интересное приключение, интересное. Едем по обрыву в лесу. 387-я дорога. Дорога 100 поворотов. Типа. Да, дорога 100 поворотов, чтобы вы понимали, тут действительно миллионы поворотов. Мы постоянно поворачиваем, мы еще в лесу, и мы на горе, как я уже сказала, и еще встречка. Ёпарный театр. Капец. Ой. Мне... Ну, я как бы сижу тихо, стараюсь ничего не говорить, потому что я чуть-чуть в напряжении. И страховенько немножко, конечно. Вот это я понимаю приключения. Так, как и хотелось. Ну, это, жим-жим, конечно, сердечко так. Ой, еще один поворот. Все, едем дальше спокойненько. Ой, ребят, ну я не могу не снимать. Такая красивая дорога, но с такими жесткими поворотами. Вот сейчас будет еще один неприятный, и там внизу обрыв. Поворот. И это еще и все, и сейчас сразу еще один. И вы понимаете, насколько мы высоко. О, матка боска. Вот как мы высоко. Видно? Вершины деревьев только видны. Но это очень красивая дорога. Но она такая, конечно, страшненькая, но она действительно очень красивая. Вот даже по карте видно. О, встречка. Даже по карте вот видна была какая там змейка. Сейчас еще один поворотик, пожалуйста. Чуп-чуп. Хорошо, приехали. Ну все, мы счастливые, приехали, доехали, оставили машину на паркинге. И посмотрите, нас встречают такие красивые домики. Куда нам сейчас? Это чисто Это паркинг нам сюда? местность. Чисто туристическая местность, как раз для нас, для чисто туристов. ВЦ. А сколько билет стоит вход сюда? На сам 14 злотых человек. 14 злотых человек. На Щелинец великий. Ой, красиво. Смотрите, вон уже какие горы видны. У меня еще нога болит, идеально. Самое то. По горам лазит. Вот вы не поверите, у меня всегда какие-то сраные приключения с телом будут. Сначала только у меня прошли руки. Сейчас у меня уже с ногой. Ну, знаете, вот я ее просто потянула. Мы с Чупсиком там гуляли, и там такие бревна были, преграды. Но мне, конечно, надо было на них забраться. Я забралась, потянула ногу. И вот она мне не болела. И сейчас она мне, когда мы приехали, заболела. Вот такие неинтересные делишки. Красота. Наша первая остановочка. Ой, идем в пещерку с Сашкой. Туда, забрались с Сашкой в маленькую пещерку. Сашка присела, вообще так красиво. Балдеж. Да. И прикольно, что кто-то палочки, подпорки такие ставит.
Типа эти подпорочки держат эту огромную гору. Скалу. Так, дальше нас ждет лестница опять. Мы уже... Пипец. Мы уже 10 минут шли по лестнице. Мы дошли с Сашкой до входа. То есть все это время мы шли по лестнице, вот по таким примерно скалам, лес. Ну, то есть это все бесплатная Это часть. все было бесплатная Тут часть. хрониска и касса. Ну, либо онлайн оплачиваешь и заходишь уже на сам Челенец Вельки. То есть до этого 20 минут вы могли пройти бесплатно, тоже по красивым местам. Но сюрпризик ждал уже, когда ты зашел на кассу. Ну, то есть вот касса, тут каву можно пить, всякое такое. И вот ты заходишь и понимаешь, насколько мы высоко и какая красота нас тут встретила. Вообще такая балдеж. Да, Сашок? Класс. Это что получается? Машину иметь круто. Ну, сюда без машины не Да. так удобно. Да ехать вообще красота. Круто. Еще тепленько, так погода нам очень повезла. Чу-чу-чу-чу. Пусть так будет дальше. Мы уже на самом верху и собираемся на самую высокую точку, столовую гору. Где-то 19 метров. Мы будем над уровнем моря. Офигеть. Сейчас идем, тут есть как раз лестница. Трон Личижепы, он уже трон прадеда. Что-то такое. Что-то такое. Посмотрите, как красиво. Вообще обалдеж. Он как будто из дерева, Да. вырезан, кажется. Как будто это не камень. Да. Очень офигенски красиво. И мы в таком восторге. Как высоко. Круто. Ну как же здесь интересно. Смотрите. Как будем спускаться в такую щелину. Фу, мы опять наверху, но уже на другой горе. Это Нарожник. Нарожник. Поднимались тут 5 минут, но для неподготовленных, как для меня, по вот этим, по вот этим скалам, такие, знаете, по корням, все время вверх-вверх. Не супер приятно, да? Но вид... Тут не такая подготовленная трасса. Ну да. Более дикая. Ну, организованная, но слабо. Ну, есть тропинка, ты не заблудишься, Да. и метки на деревьях, типа, куда идти есть. Но, сложновато мне было. Ой, ну вы посмотрите, мне, кстати, Оранж пришел... не он пришел, а смс-ка пришла от Оранж, что мы находимся на территории Чехии, и, пожалуйста, пользуйтесь нашим интернетом. Wi-Fi добивает. Да. Ой, этот роуминг, Мгм. интернет добивать чешский. Но мы-то на территории Польши все равно. Да? А почему мне роуминг пришел? Ну, Чешский. здесь сильнее чешская связь, наверное. Наверное. Ну, в общем-то, мы же близко к Чехии. Тут вообще и по магазинах, и надписи с этой стороны много чешских. Мы обратили парковке, внимание. На парковке где много машины машин, да, чешские. Ну, в общем-то, прикольно мы добрались, да? Теперь И как-то всё, теперь и спуститься. назад. Можно пойти дальше, Можно- но, наверное, Не, нет. я не хочу дальше. Для беседы достаточно. Вот мы вам рассказывали, но не показывали. Спуск примерно такой же, как и подъем. Вот Сашка там стоит, такой же вот был и подъем туда. За Сашкой не супер видно, но вы поняли. Ой, мне уже не хочется спускаться. Если бы кто-нибудь лестницу организовал. Не люблю ездить по этим скалам. Заселились в жилье на 2 дня, на 2 ночи. И получается, раз мы приехали, после этой поводи, многие поотменяли свои поездки. Ну, как бы, тут этот регион не был затронут. Ну, дожди тут были, но как бы наводнений не было. Но многие боятся, типа, это юг Польши, там, или запад, юго-запад, и все отменяют, типа. Но, как я читал в группах в Фейсбуке, сами бизнесы здесь, они боятся, что, то есть из-за этих отмен, бизнес должен постоянно функционировать, тем более сейчас еще, в принципе, почти сезон. А многие потеряли всех клиентов, всех Многие отменяют жильцов. поездки, да. Ну, и они прям просили, не отменяйте, приезжайте, мы ждем. Получается, вот мы вчера тоже были. Нам вместо самой простой комнаты с диваном раскладным дали с кроватью. И сегодня вместо, апартаментов с кроватью дали еще вместе с диваном трехместный. Тут своя ванная и кухня на втором, на первом общем. И Вообще балдеж. Какой тут вообще уже 1-й этаж. Это нулевой считается? и парковка, все дела.
Ютёку. Твоё выкинь. Трехместное же жилье. Делитесь. Трехместное жилье. Эй! А, телек огромный. Где? А, да, телек. Ну, короче, на букинге рейтинг 9,9 у этого Вообще не жилья. понимаю. Мы первый раз живем, что где. Во-первых, очень классная хозяйка. Она нас встретила, Да. такая хихи, такая вообще миленькая. Недоставучая, все сказала там. Сейчас пойдем еще кухню проверим. Шкаф. А, у нас же еще есть ванна. Это как... Ну, так это да. апартаменты. Ну, Да. единственное, вот не хватает своей кухоньки. Ну, есть общее. И жильцов мало. А, кстати, насчет... Если что-то нужно, пиши. Да. А, тут фен есть, я свой взяла. Ну, свой Голову лучше. мыть. Насчет букинга мы перешли на букинг с Airbnb, потому что на Airbnb офигевшие. Да. Сам Вообще Airbnb, офигевшие. наверное, не хозяева. Еще и знаете, типа, за Обычно- уборку ты живешь да. там одну ночь, а уборка 50 евро. Да, Ну, бывает там ну, 20-30 могу зарядить. вообще, блин. Получается, жить с кем-то вот Да. по соседству в комнате, в двухкомнатной Ну да. квартире на Airbnb бывает дороже, чем снять вот такое на букинге. Поэтому мы тут фанили. Мы уже в последнее время на букинге живем. Замок Сёнж за тот уикенд половину прибыли с продажи билетов на помощь тем пострадавшим от Кто от наводнений. наводнения пострадал, да. И получается, что мы молодцы. Поддерживаем польский Поддерживаем туризм. польский, Ну, да, и, и бизнес, и через это... И людей, да. Ну, надо помогать. Всегда Ну по да, возможности, ну это если была, у тебя есть. конечно, новость Мгм. недели. Все Да. следили. Это было ужасно. Мы тоже следили. Ну, все следили. Кто Ну, живет вроде, в Польше, тот ну, следил. понятно, что кого-то сильно Мгм. затронуло, особенно в маленьких каких-то деревнях, вот больше. Большие Ну, тут города. вот она тоже сказала, что, извините за дорогу, мы когда ехали, что, ну, она такая... Ну, Ну, я проселочная. ничего не заметила. Ну, Нормально просто было. проселочная дорога. Ну, там Да. нету покрытия. Ну, она типа просила прощения, но как будто ничего не изменилось. Не знаю, нормально, обычная дорога. Так это последние там Вот 200 как мы сейчас метров. ехали с этой горы, 100 закренцев. 100 закрытых, это вообще какой-то ужас. Это хорошо, что у нас гибрид, и мы как бы ехали... Вообще мы заехали, На. не знаю, там 10 километров пути. Мы потратили, судя по бортовому компьютеру, 70 грамм бензина. Я в шоке. Мы просто ехали, получается, по гибриду всю эту дорогу. И мы зарядили на полную батарею при этом еще. То есть, ну, мы ехали либо накатом, либо на электромоторе. Бензина сожгли только в начале, когда стартовали. А еще, вы еще видели, тут бензин дешевле, чем в Лондоне, в некоторых По заправках. пути, там, ну, типа на пол Да. злотого. А если целый бак Конечно, заправить, целбак тоже. 20 злотых М. разница. Это на морожку, ребят. На Хорошее, большое. вкусное, большое. Чё, Пойдем кухня? кухню посмотрим. Ребят, ну теперь вообще-то я понимаю, почему здесь 9,9 оценка. Вы посмотрите, какая офигенская кухня. Я хочу такой дом с такой кухней. Тут еще кофемашина. Сашка, скажи, классно, да? Мы даже думаем, тут нет молока, думаем купить свое молоко, чтобы капучино купить утром. Вообще красота. Посмотрите, как красиво. Нам бы такую кухню не помешало. Очень классно. Самое И очень красиво. Чистится, наверное. Ну как, вкусно кофе? Там прям с зернами. это эспрессо, ну такой не крепкий, средний. Надо воды допить. Пришли с Сашкой поесть журик на такой веранде. Красивый. И журик тут стоит, вы не поверите, порция 14 злотых. Это же бесплатно. Ну там будут и колбасы, и яйка, и этот хлебушек. Все как я хотела. И главное, я хотела на веранде посидеть. Ну просто это более атмосферно, чем там внутри заведения. Буквально через 1,5 минуты нам принесли уже журик с хлебушком. Я хотела хлебушек, не знаю, с Если журиком. будет вкусно, может, еще завтра будет. Может. Ну, да. журик это любой. Мы сами дома готовим журик. У нас любимый суп. Все, приятного аппетита. Мы в городе Кудова-Збруй. Показывали тут апартаменты. И как раз ходим, гуляем по городу, и тут родник есть. Ну или как родник. Ну, вода такая газированная. Источник минеральной воды. И вот он, собственно говоря. Там так пахнет не очень. Но на самом деле вода очень даже вкусная. Ну, она не очень Мы набрали. И чуть-чуть как газированная. Там есть Но нет CO2 вот этих как газов.
привычная в бутылке, но она очень такая приятная. Вы думали, что в этом городе самое интересное это минеральная вода? А вот и нет. Вот, пожалуйста, граница Чехия. Вот, Малочерно. Только на чешском, наверное, читается Малочерно. Черно. Нет, это че. Тоже че? Короче, мы не знаем. черно. Но точно знаешь, что поляки немножко подсмеиваются над чешским языком. Типа он какой-то мультяшный какой-то. Типа немного говорят на таких уменьшительно-ласкательных слов, да. Забавно. Но мы не в курсах, мы только вот это слышали. Но вообще, это уже второй раз, когда мы одновременно в двух границах находимся. Пешочком пересекаем границы. Тут классно вообще. Такое маленькое событие, оно очень приятно. Ну что, мы уже уселись в машину. Хотим съездить в магазин в Чехии. Тут, получается, 8 минут на машине ехать. Там можно на границе оставить машину. И 10 минут пешком до какого-то чешского магазина Альберто. Альберто что-то по-итальянски. Вот, так что едем. Вот мы оставили свою машину. Получается, вот здесь паркинг, он бесплатный на границе. А проезжать мы не можем, потому что надо было брать виньетку. Какую-то виньетку чешскую. Ну и поэтому пешком 10 минут. Километры туда-сюда, но лучше не рисковать. Да. Виды красивые. Да не, но это же ты обычно вешаешь эту виньетку на стекло, мало ли что. Да. Ну не будем рисковать. Идем пешком. Сняли с Сашкой в таком банкомате 200 крон. Имея револют. Имея револют. Это благодаря революту вообще классный банк. Мы вообще путешествуем всегда, и у нас есть карта Revolut, это очень выгодно. И во-вторых, можно снять практически у всех банков без комиссии. Круто. Я вообще надеюсь, что банк Revolut всегда останется таким же щедрым, как он есть сейчас. Мы прошли ровно 6 минут, и вот мы уже у Альберта в гостях в магазине. Вот магазин такой большой, это гипермаркет написано. Так что пойдем на закупы. Мы уже приехали из магазина и решили выпить кофеечку. Купили молока для этого. Купили молока для этого, потому что тут есть кофемашина. Нет, тут все классно на кухне, но нету, обычно в таких, когда, общая кухня на несколько этих съемных апартаментов, обычно есть какие-то там макароны, чай, там есть сахар, масло. Завтраки, Да, сухие. есть завтраки, есть, чай, кофе есть. А вот вообще весь соль, все есть. вот нету соли, есть. соли, масла, нету. Такого подсолнечного, знаете, типа на нем жарить. Есть нету сковородки, духовки. приборы, все есть. Духовка это бывает спицу там закинуть или какую-нибудь еду там закинуть. Вот этого нет. Микроволновка, плита, кофемашина, тостер, чайник. Вообще все идеально, все классно. Поэтому мы купили молоко, чтобы делать капучино. И сейчас выпили капучино такой вкусный. И там в этой кофемашине можно выбирать крепость и размер. Да, крепость порции. И размер. Размер и порции ты не видов. удивишь. А вот крепость это уже интересно. Так как я пью очень слабый кофе. Кофемашина прикольная, там реально большой выбор всего. И мне понравилось, так прям вкусненько. Мы купили литр молока и уже использовали. За 3-4 раза как раз за 2 дня. Нормально. Ой, сели тут на веранде Ребзя. Так кайфово на вот таких белых скамеечках. И сидим, разговариваем. Собаки гавкают, но это не наш Чупсик. Ничего. Чупсик тоже Чупсика все веселится. шикарно. Он с возрастом стал спокойнее, наверное, намного, переносить такие поездки. Во-первых, мы его отдаем уже. Скольки там? Ему было 5 месяцев. Ему было 5 месяцев уже отдавать. Но он попал в такую семью, которая, часто ездит куда-то. Сейчас мы с ним будем стараться. Будем стараться, да, уже на машине. Все больше заселенцев. Номеров. В принципе, 3 номера только, наверное, на сегодня. Все больше и больше заселенцев. Мы сейчас пойдем мыться, отдыхать, спать. Так что спасибо, что провели с нами этот день, да? И до завтра. Завтра снова горы, снова Чехия. Да. Подождите, может это наконец... уже наконец. Я хотела показать, что мы купили.
Там уже все Мы разложили. уже, да, что в холодильнике, что на полке. Короче, мы, так расскажем, мы купили пиво, Саша себе купил, наверное, 5 банок. 5. 5 банок какого-то классного чешского. Купили бехеровку. Саша Она, себе на купил. удивление, на скидке еще была. Да. Ну, цены, Большую вообще такую. цены намного в том магазине, по крайней мере, в Альберте, там, ниже, чем в Польше. Показал. Ну, или показал. Ну, Нам намного, реально так не на все. показалось. На очень много. На молоко было дешевле. Много йогуртов каких было тоже дешевле. Выпечка недорого. Выпечка какие-то тоже. Ну, примерно такая колбасы, же. мясо какие-то О, были. Ну, колбасы были чуть дешевле. Я думала, что в Чехии дороже цены. Ну, судя по этому магазину, ну, как бы мы в Ну, других там не были. много скидок Но. мы попали. И что мы еще купили? Йогурт купили. Ну, на завтрак там булочки, хлеб. Вот сейчас на ужин мы купили себе лазанью, которую можно подогреть в духовке. И чикен масала. Чикен масала купили. Сладостей никаких не покупали, кроме таких презентов. Себе не покупали, потому что у меня это экзема. Кстати, спасибо комментарию. Я действительно узнала, погуглила и поняла, что у меня реально экзема. Там, типа, определенная диета должна быть. Ну, там такая диета, типа, я обратила внимание, что когда я ем сладкое, именно сахар, где есть, такой вот именно, там, не знаю, йогурт, сахар, вот, сладости какие-то, у меня опять начинаются вот эти вот пупырышки, Ну, типа, кожа. как Да, прирост. да. А как только я перестаю это есть, типа, не пью это лимонады и вот всё такое, уже она отходит, ну, как бы заживает. Ну, не знаю, пока так. Пока не ем. Но это первое мое путешествие в жизни, где я не выпила ни колу, ребят, ни йогурт не выпила. Ну, йогурт не очень люблю, но все равно. Ну, в общем-то, вот так. Все, пожаловались, поразговаривали. Да, вода, кстати, из того родника. Фу, бля, ну Она уродская, постояла, ну, сколько, ужасно. часа 3 Ну, у нас в осадок, бутылке, да. она стала какой-то серо-зеленая. Вот вы когда-нибудь пили такую вот воду из какой-нибудь ржавой трубы? Вот вкус ржавчины. вкус есть. ржавчины. Ну, как бы, если ее надо просто, наверное, пить сразу, а не Эх, наливать с я собой. не Ну, хочу даже вспоминать. Ее её. пить не так противно, а вот когда она постояла, это все, она воняет, она грязная на вид. Мгм. Но вообще советуем повторять наш маршрут. Вообще так кайфово. Апартаменты Апартаменты топ. То есть, ну, 9,9 из 10. Мы, наверное, даже оставим Это ссылку. кто-то испортил. Ну, Мы десятку. ссылку пока- оставим на это? Мы оставим на Ну, всё. да. Первый. Первый дом ночлег тоже. вообще был Это классный. начинающие букингисты. Они такие милые. Это очень хорошо. Там хозяева, такая бабушка и дедушка. И они, знаете, Ну, как как будто вы бы, приехали к Ну, ним. не прям бабушка, дедушка. Но они ближе к Ну, бабушкам около, и дедушкам. ну, пенсионеров такого Ну, так пенсионного, бабушка и дедушка. начального Да. пенсионного возраста. Ну. Просто некоторые могут обижаться, когда мы называем, Ну, в смысле, бабушка и дедушка, они уже наверняка у них есть внуки. возможно. Ну, они уже в таком возрасте. Ну ладно, пусть будут пенсионеры. И как там, сеньоры. Сеньоры-помидоры. Ну, пусть так будет. И они тоже были вообще прелесть, скажи. Такие милые и Да, ну тоже они нам, доброжелательные, получается, такие все показали. подняли категорию номера, так Да. сказать. Дали получше. И вообще просто по общению было видно, что они такие Да, и приятные. с утра хозяин спросил, Всё все ли было как нормально? понравилось, что там, Да вообще, как может чай, не понравиться. все, ну, Да. помощь нужна, не нужна. всё. И я вам снимала у них такой прикольный... Так как-то они вроде и в таком возрасте уже пенсионерском. Не знаю, как слышишь, мне обидеть. И у них так мило, так они чистенько все так организовали, тоже все дома. Вообще прелесть. Мне очень понравился ремонт. И сам дом, и как они ухаживают за территорией. Ну, это офигенски. Все, Да. ладно, я уже замерзла. Ну, замерзла, я еще вспомнил. Мгм. Мы, наверное, про паркинг тот огородовый рассказывали Мгм. в Карлове, это, Мгм. Карлов. Получается, там, чтобы сходить на Щелинец-Вельки, ну, то есть все дороги основные идут из Карлова. И там несколько паркингов, и там и 20, и сколько-то, и разные цены. Мгм. Есть 5 злотых в час даже. Ну, это вообще Но очень самый, дорого. я смотрел по отзывам, и как бы визуально тоже самый посещаемый, ну, самый приятный, по крайней мере, это вот паркинг огородовый называется. Там такая бабулька Тоже у себя такая во дворе классная, устроила да. паркинг. 10 злотых за весь день. И она такая доброжелательная тоже. Вот просто с людьми нам очень везет пока Ну, что. тут приятно. Но. люди,
Она такая, знаете, здравствуйте, то все, такая милая по общению, с ней можно поразговаривать. Но мы не разговаривали, Да. мы слышали, как другие И было разговаривают. забавно, да, потому что М. там вот в одно время с нами приехала Да. семья с 2 детьми, и они говорят: о, мы у вас останавливались 12 лет назад. Да. Как это несколько называлось? Магичный дом. Магичный домик. Так, магичный домик. Это Ну, а сейчас у когда-то. них старшей дочки около 12, наверное, 11. На ротам задела. Я В про- магичном домике. да. И потом, кстати, мы с этой семьей несколько раз пересекались на Вообще маршруте. постоянно. Ну, И потом мы приехали, вот когда на второй этот нарожник, да. мы спускались, а они заходили, спросили, ну как там, стоит И идти? дети такие, ну давай скажите, что не стоит, ну скажи, что не стоит, я не хочу уже понимать. Они так устали. Отец такой, ну ничего, сходим, посмотрим. Ну, давайте чё там». посмотрим, ну что там. ну. Они мы еще говорим, ну, хотели к немножко чашке сложновато. идти, к черепу. Ну, может, не хотели, но Ну. спросил, а к черепу ходили? А туда, наверное, час топать. Не, к черепу. Ну, Мы в одну еле сторону. 6 минут поднимались, еле поднялись, а там уже к черепу целый час. Все, я уже замерзла, ребята, Ну, это, уходим. наверное, всё. Да, уходим. Много эмоций, классно. Много, очень классно. И И это погода только второй день. Везет с погодой. Да. пока. А завтра, наверное, будет холоднее, наверное, и Есть дождливее. вероятность дождя. Посмотрим. Может, с утра успеем. Мгм. Завтра тоже горы с Кансом. Сказано, я обожаю. Ладно, уже все завтра. Уже все завтра. Это сейчас как начну рассказывать, еще на 10 минут.